Знаем сейчас, кто из ваших родственников или близких вам людей вам вредит. Кто портит вам вашу жизнь, кто портит ваши отношения. И будем смотреть. Обязательно посмотрите на Первом канале. Вышло видео, как изменить полностью свою жизнь и стать очень счастливыми людьми. И вернуть, и запретить, и все контракты, и все черные дела. И все очень просто. И вы поможете и себе, и своим родственникам. Кто вам вредит? Есть мужчина благородных кровей, который считает, может быть, это ваш отец, может, это ваш брат, начальник на работе, у каждого свое, поэтому каждый интерпретируйте под себя. Но это мужчина. Мужчина не маленький мальчик. Мужчина, и даже если молодой мужчина, то он себя импонирует. Ну, я такой большой, великий. Возможно, это человек в форме. Начальник. Ну, может быть, настоящий полковник. Этот мужчина, что за мужчина? Мужчина, который полностью все только для себя и для себя. Он отрезает все во имя себя. Он забирает энергию, он забирает все ради себя. Под таким вот, вроде бы как надо. Я вам сказала еще раз, посмотрите методику. Вот тут черканите, вот тут подпишите, и все. И забирает у вас все, полностью все. Кто еще вредит? Вредит действительно. Вредят люди, которые рядом с вами. Вредят, потому что они хотят действительно забрать вашу радость, ваше счастье, ваше благополучие. Восьмерка пик. Это карта Ленорман. Ленорман смотрела все только на обыкновенных картах. А вот эти уже рисунки и картинки различные, это придумали уже сейчас люди для коммерции, для продаж. А Ленорман смотрела по обыкновенной колоде в 36-52 карты. Здесь сплетни, разговоры. Для чего они это делают? Да, они делают это во имя любви. Они так любят лезть в чужую жизнь и портить. Здесь идет, что здесь люди, которые у вас рядом, подруги, на работе кто-то, в подъезде даже, то есть рядом, вы с ними видитесь. Это может сейчас быть и через интернет, всякие форумы, соцсети, где вы общаетесь и пишете. Они завистливые, и когда они пишут вам что-то, даже такое пипири-пи-пи-пи, забирают сразу на себя вашу энергию. 6. Энергия Венеры. Они забирают на себя. Здесь идет, что у кого-то это очень близкий человек к вам по крови. Завидуют и отнимают ваши все отношения. Сейчас мы посмотрим по-другому. Для чего? Мужчина есть. Мужчина как бы благородный считается. Может, офицерье, может, еще кто-то. Но благородных кровей. Может быть, ваш папа, родственник. Но благородный, он прям первый вышел. Тройку он всегда вызывает на конфликт. Кто из родственников, близких вам вредит? Вредят, чтобы у вас не было нормальных отношений. Вредят, забирая вашу силу радости и счастья. Хотят забрать вот этот поток энергии, а меняют вам на туман. Забирают поток чистой воды, а вам оставляют только туман. Зачем? Забирая у вас чистоту. Но, знаете, притворяются, что они благотворительные, благодатные, марты благочестивые. Была такая святая, она есть, то есть почитают ее благочестивая Марта. Через благочестивую Марту, молитву Марте, можно сделать исполнение желаний. Для чего? И смотрите, вам идет что? Вам нужно сделать обязательно от этих людей возврат. Есть разные способы, я давала, заходите в мой телеграм, в группу, там я тоже даю много и методик, и голосом рассказываю. А также не забудьте про энергообмен.
сердечки, пальчики вверх, в избранном. Передайте своим друзьям, знакомым в разных сетях. Для чего? Вам нужно действительно вернуть всю силу, которую у вас забирают эти люди. Тут два человека. Это мужчина есть и женщина. Женщина, которая к вам вас знает. Вернуть, и тогда вы будете вот здесь вот на месте этого человека. Это вам будут потом в ножки кланяться. А что нужно сделать вам? Да, вот когда вы сделаете вот этот возврат, у вас начнется приумножение. И плюс используйте методику, которую я дала на Первом канале Вивиена Ясновидящая. Она уже вышла, и в конце видео будет ссылка. Вы нажмете прямо на видео и можете посмотреть. Потому что если вы не сделаете этот возврат, у вас будет истощение. Из вас будут вытягивать все ваши жилы, все ваши силы. И эти люди, понимаете, они под маской именно благочестия. Они забирают вашу энергию, ваше питание. Они забирают не только магически. Женщина может там делать что-то и магически, шушу-мушушу. А мужчина в некоторых случаях будет, что это маг. Или человек, который умеет знаниями как-то эзотерическими повлиять на жизни других людей. Но идет такое, что просто характер такой. И я прав, потому что я прав. А если я не прав, то смотри, милочка, пункт 1. Я же всегда прав. Это может быть у кого-то и мужья. Да. И для чего это мужчина делает? Вот вышел мужчина. Он делает это для того, чтобы не потерять свою мужскую силу, чтобы шарики надувались, а палочка стояла вверх. Здесь человек зацикленный на вот этом на этом физическом. У него все физическое. И давайте посмотрим, а если вы действительно уберете, можете обращаться к мастеру. Если умеете сами, то, пожалуйста, сами. Но если не умеете, не лезьте в эзотерику, не лезьте в магию, потому что сущности прилеплются, вы их не отлепите ни у кого. Что вам надо сделать? Плюнуть на них и рок изобилия любви послать этой вселенной. Вот не ненавидеть их, а посылать им назад все свои горести, болести, страдания и дальше и излучать энергию любви. Принимаю, приобретаю счастье и любовь, всему миру и себе посылаю. Да будет так. И не забудьте посмотреть методику.